Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Алексей Наумов, американист на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, привет, всем рад всех видеть. Подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. Ну и вот, пожалуйста, смотрите нас. Да, конечно, смотрите и, собственно, анализируем происходящее. Целый ряд заявлений, целый букет у нас от Зеленского, от Трампа. В общем, сейчас все гадают, а отдает ли Трамп Донбасс, настаивал, не настаивал. Financial Times, Reuters, источники говорят, что отбросил эти карты, которые Зеленский привез. И, что делает, да? Прежде всего, настаивает на том, чтобы отдали территорию Донбасса. Зеленский говорит, не отдадим, но какой-то общий фон, что война заканчивается. Даже сегодняшний созвон с Макроном Зеленский посвятил тому, что нужно войну заканчивать и продолжать давить на Россию. Действительно ли все близится к концу и каким он будет? Да, действительно, есть такое ощущение, но это ощущение много раз нас обманывало. Понятное дело, что, в общем-то, войны завершаются, как правило, не каким-то волевым решением. Войны завершаются тогда, когда для этого создаются условия на земле. Условия на земле в целом пока созданы не до конца. Не созданы они на самом деле. Дело в том, что у России сейчас нету причин отступать от своих требований. У России нет причин идти на компромиссы, которые с точки зрения российского руководства подрывают интересы России и интересы безопасности России. Есть ли возможность у господина Зеленского сейчас пойти на те уступки, которые от него требует российская сторона? Пока мы видим, что он этому сопротивляется. Я думаю, что встреча с Дональдом Трампом должна была дать ему понять, насколько все-таки его ситуация не поддерживаема. Ему необходимо идти на уступки, но пока он может на них не идти. Понимаете, вот эта история, та ситуация, тот модус буквально, в котором мы находимся последние несколько месяцев. Всем очевидно, чем закончится этот конфликт. Всем очевидно, что Украина должна идти на уступки, но пока у нее есть возможность потянуть время. И она это время тянет в ожидании каких-нибудь чудо-методов, чудо-ракет, томагавков, что еще, каких-то поставок невероятных, Ленд-Лиза 2.0. И эта история тянется. Я надеюсь, что спасибо Дональду Трампу, если действительно все было так, как говорится в заметке Financial Times, которую вы упомянули, и карты были там сброшены со стола, и было сказано, что если вы не пойдете на уступки, то ваша страна подвергнется уничтожению буквально, то спасибо ему за дозу реализма, за дозу, что называется, трезвости в отношении господина Зеленского, потому что понятно, что закончится все так, как мы с вами все понимаем, и как понимают даже те, кто не хочет этого понимать, те, кто выступают там с однозначной поддержкой Украины и так далее, это не меняет фактов на земле. Но пока все-таки еще есть возможность все это сорвать. Я думаю, что Россия, в принципе, могла бы спокойно пережить сейчас очередной срыв, потому что он может привести к выходу Дональда Трампа из этой сделки. Он, конечно, воодушевлен ближневосточным решением ближневосточного конфликта в кавычках говорю, потому что ничего не решилось, потому что да, это на самом деле очень хороший для нас с вами пример, потому что, смотрите, ближневосточный конфликт закончился без урегулирования коренных причин конфликта, то есть, грубо говоря, просто перестали стрелять. Не остались недовольны ни хамасовцы, ни израильтяне, и поэтому, в общем-то, мы видим, что вот-вот перемирие срывается, израильтяне снова наносят удары, обвиняют хамасовцев в том, что они якобы там что-то сорвали. Но суть в том, что только личное внимание Дональда Трампа, личное давление его и его команды обеспечивает хоть какое-то продолжение этого хрупенького перемирия. Но вот то же самое, видимо, готовят для нас с вами. Тут проблема в том, что Украина должна сама понять, что сопротивление дальнейшее не приводит к улучшению ее ситуации. Это должно понять украинское общество, это должно понять украинское руководство, которое должно сказать об этом украинскому обществу честно, не держать за кресло, не держать за свою власть, а буквально держа в голове интересы страны долгосрочные. Но пока этого не происходит, и пока я думаю, что будет встреча в Будапеште, мы полагаем, как я понимаю, сначала будет какая-то встреча на более низком уровне, да, это будет Рубио и Лавров, Ушаков, возможно, а потом будет встреча президентов. Посмотрим. Я, конечно, оптимист, но сколько раз нас этот оптимизм здесь обманывал, так что
носится вот этот дух в воздухе, но пока он все-таки еще не совсем осязаем. Ну, Зеленский против выступил. Будапешта говорит, не лучшая площадка. Орбан всегда ставит палки в колеса Украине, поэтому нет, но я готов, говорит. Вопрос только, зачем Зеленский нужен на Будапеште, если все-таки мы предполагаем, что сейчас уже пошли сливы 30-31 декабря. Ну, вот так, по крайней мере, пресса пишет. Не знаю, насколько там, может быстрее, может чуть дольше. Это уже дело такое, да, как договорятся. И, ну, там, венгры говорят, что на них жуткое давление оказывают европейские чиновники, что, мол, вообще, чтобы встреча не состоялась. Поэтому тут как бы гадать сложно, да, но пока мы имеем вводную Будапешт, и Трамп с Зеленским. И где Трамп на встрече в пятницу, на публичной ее части, потому что сбрасывал карты не публично, говорит, что, скорее всего, Зеленского не будет, но мы будем держать тебя в курсе. Как будто Зеленский опять перенесся в эту ипостась актера, который пришел на кастинг, а ему сказали, мы вам позвоним. Ну, смотрите, безусловно, встреча Дональда Трампа с Зеленским обозначила очередной, да, или поддерживающийся переход Зеленского из статуса субъекта в статус объекта. То есть Зеленский не то чтобы принимает решения, а Зеленский скорее адаптируется к сложившимся обстоятельствам. И мы видим, что это закреплено вот этой встречей Дональда Трампа. Тут шутили, а кто его встретил, а кто его не встретил. Да, встретила его действительно, скорее всего, женщина из службы протокола и какой-то мужчина в генеральской форме. Ну, предположим, что это был генерал, конечно. Но тем не менее, да, то есть это не был такой важный визит. Это буквально такая вот челночная дипломатия. Туда-сюда полетел, что-то спросил, что-то ему ответили. Но по факту он не является главным действующим лицом. Он является скорее лицом второго плана, потому что у него, опять же, по словам Дональда Трампа, нет карт. Для Дональда Трампа вопрос российско-украинского конфликта – это во многом вопрос российско-американских отношений. Он хотел бы эти российско-американские отношения спасти, улучшить. Он хотел бы, чтобы Россия не была противником в противостоянии США и Китая, чтобы она не была противником США в этом противостоянии. И для него важно завершить этот конфликт так, чтобы Россия не чувствовала себя пораженной, потому что в этом случае она будет безоговорочно на стороне Китая против США. И вот мы помним, да, из этого разговора, вот господин Ушаков рассказывал, что Дональд Трамп сам посвятил довольно большое количество времени рассказам о том, какие прекрасные перспективы сотрудничества открываются в случае завершения конфликта. Сотрудничество между Россией и США. То есть, ну, знаете, я тут анекдот такой услышал, нехороший, я его расскажу. Русский американец и украинец заходят в бар. Бармен спрашивает русского, что вы хотите? Водки. Наливает водки. Бармен спрашивает американца, что вы хотите? Виски. Наливает виски. Конец анекдота. Кто не понял, смысл анекдота в том, что украинцы забыли спросить. Ну, в общем, тут на самом деле, конечно, есть такое ощущение, и это довольно некрасивая реальность международных отношений, когда действительно у кого сила, тот как бы и решает. И Россия и США понимают, что это две страны, которые обладают силой, и отношения их будут и должны быть в далеком будущем, когда уже давно закончится украинский конфликт. И приносить их в жертву непосредственно украинскому конфликту сейчас смысла нет. Это понимают и в России, потому как вы видите, и российский президент, и все российское руководство довольно спокойно отзывается о Дональде Трампе, если не комплиментарно. И американцы тоже, как мы видим, не позволяют себе резких выпадов в адрес России и президента. То есть максимально, что говорит Трамп, что он разочарован, ему грустно, что Путин его расстроил, а не то, что там Путин какой-то нехороший. Так что вот так работает международные отношения. Алексей, но мы видим, какой-то странный сигнал поступил из КГБ Беларуси. Вот откуда не ждали, что называется. О том, что надо идти, в общем-то, налаживать контакты. КГБ Беларуси, я так понимаю, с СБУ, с властью украинской, мол, консенсус неизбежен. Но сейчас все вокруг этого консенсуса, собственно, и крутится. А возможен он, а невозможен ли он? Как вы оцените? А это ведь программная история. Давайте остановимся там, где мы есть.
Это говорит Трамп, Зеленский за ним повторяет, и, собственно, вот так это все и выглядит. Мол, все так смотрят на Путина. Путин, ну давай, там где есть, а потом сядем и будем договариваться. Ну, о чем? Видимо, об тех вот условиях там мира, нейтральности, статуса и прочее. Ну, интересно, действительно, я тоже видел эту информацию о КГБ, да, Белоруссии, и я думаю, что мы не стоит здесь проводить прямую линию, что КГБ должно обязательно идти на контакт с СБУ. Просто мы понимаем, что в Белоруссии, да, в России довольно большую роль играют традиционно специальные службы, и очевидно, что контакты по таким особо важным вопросам проводятся как на политическом уровне, так и на силовом. Это не то, что там КГБ выходит на связь с СБУ и пытается о чем-то договориться. Понятно, что решение принимает политическое руководство, что в России, что в Белоруссии, что на Украине, и здесь нету как бы какой-то попытки, не знаю, взять под контроль какую-то коммуникацию. Все равно лидеры государств принимают решения. Что касается компромисса, понимаете, давайте посмотрим на ситуацию трезво. У России нету сейчас нет резона никакого соглашаться на заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения. Объясню почему. Когда происходит такая заморозка, сразу на Украину приезжают инструкторы из ЕС, сразу туда без всякого прикрытия поступает какое-то вооружение, какая-то техника, грубо говоря, парадным этим самым расчетом можно, значит, все это туда поставлять. И вроде как, ну, какой в этом смысл? Это буквально закладывание фундамента под восстановление конфликта. России это не нужно, России это опасно. Россия не хочет этого, и поэтому Россия, собственно, и говорит, что давайте мы сначала договоримся о каком-то политическом урегулировании, а потом положим конец конфликту. Потому что если мы не договариваемся о политическом урегулировании, вы просто готовитесь к следующему этапу. Этот этап вы проиграли, этот этап вы проигрываете, а тут, значит, еще неожиданно надо зачем-то прекратить огонь. Я не очень вижу причин для России сейчас идти на прекращение огня одностороннее, потому что Россия действительно... Тут, как бы, понимаете, как бы не относились наблюдатели к российскому президенту, он сказал вполне очевидную вещь, что на всей линии фронта российская армия обладает стратегической инициативой. Это правда так. Мы видим, что там темпы продвижения можно мерить, можно не мерить, но суть в том, что российская армия идет в наступление практически по всей линии фронта. Нет такой части линии фронта, где украинские войска оказывали бы решающее какое-то значительное давление на российские вооруженные силы. Поэтому в этой ситуации прекращение огня по текущей линии соприкосновения является чистой неудачей для российской стороны. И она на это пойти не захочет, потому что, ну, буквально, кто себе стреляет в ногу? А что взамен? То есть, смотрите, Трамп не готов давить на Россию. Это, кстати, очень интересно. Да, вот да. Что может условно уговорить, заставить, или, ну, Зеленский говорит заставить, например, да? Трамп, видимо, говорит уговорить. Мол, давайте солдаты плюнут и поедут домой к семьям, да, и там, где есть, так и есть. Что может быть, ну, морковкой? Кнут, мы видим, уже не достают давно, да, по поводу санкций, нефти и всего остального. Это очень хороший вопрос. Я как раз вот к этому хотел перейти, что мы видим, что Дональд Трамп не готов идти на обострение противостояния с Россией. В целом у США не так много инструментов, на самом деле, если объективно посмотреть. Даже вот давайте отвлечемся от реалий на Земле и теоретически посмотрим, а что вообще в принципе могли бы дать Соединенные Штаты Америки. И мы видим, что в целом не так уж много и чего они могли бы дать. Никто не сомневается, что томагавки, передача томагавков, возможная, даже теоретическая, сейчас уже, конечно, невозможно, но тем не менее, она не изменила бы хода боевых действий, она бы не изменила ситуацию на земле, она бы очевидным образом напрягла отношения России и США, она бы приблизила США к прямому вмешательству в конфликт, но именно это Украине не нужно. Не томагавки нужны Украине, а чтобы американцы за них воевали. Вот что на самом деле нужно сейчас Зеленскому. Вот, поэтому... Надо смотреть. Пряника, соответственно, какого-то мы пока огромного не видим. То есть кнута нет. Кнут убран.
Кнут Зеленский клянчил, кнут ему не дали. Соответственно, надо думать, какой-то может быть большой пряник. Пряник может быть следующий. Во-первых, Украина должна пойти на уступки. Украина должна пойти на уступки таким образом, чтобы США под этими уступками подписались. То есть не просто Украина, значит, в отношениях с Россией говорит, что я не буду делать того-то и того-то, а Украина говорит США: дорогие Соединенные Штаты, я обязуюсь, так сказать, по своей воле не делать вот этого и вот этого. Что это даст России? Это даст возможность России, грубо говоря, иметь гаранта в лице Соединенных Штатов Америки, иметь какие-то подписанные соглашения, на которые всегда можно в этом плане указать. То есть понятно, что Россия всегда сохраняет военный рычаг давления, но иметь военный рычаг давления плюс юридический рычаг давления на самом деле полезнее. Понимаете, есть довольно большое количество скептиков и в российском обществе тоже, которые могут сказать мне сейчас, я думаю, они вот смотрят сейчас и говорят: ты что, Наумов, ерунду какую-то несешь. Да вот были же Минские соглашения, они ничего не выполняли. Хорошо, но давайте представим, что в теории может быть лучшим. Как бы, к сожалению, у вас есть сила и документы, больше у вас ничего нету. Нету третьего инструмента, не знаю, Божья воля еще есть, очевидно. Но нету более эффективного инструмента, чем, соответственно, сила плюс юриспруденция. Вот это все, что у вас есть. Поэтому, имея возможность сохранять вариант силового давления, плюс имея некие юридически обязывающие подписанные документы с США в качестве гаранта, США, помните, что было с Минскими соглашениями, Соединенных Штатов там как бы, понятно, не было. Вот это тоже большая проблема. И мы помним слова Меркель, которая говорила, что они хотели сделать вот этот общеевропейский формат, а возможно и американский, но против выступили прибалтийские тигры и, соответственно, Польша. Так вот, поэтому юридически обязывающие соглашения при гарантиях Соединенных Штатов Америки, добровольное, значит, желание Украины и взятые на себя обязательства по отсутствию мощной наступательной компоненты армейской. Понимаете, здесь какая история? Вот Украина говорит, что ей нужны гарантии безопасности. Если Украина войдет в Европейский Союз, что в целом против чего Россия не возражает, напомню, мы можем говорить, грамотная эта позиция, неграмотная эта позиция, неважно здесь. Факт в том, что Россия против этого не возражает. Членство в Европейском Союзе дает довольно большую гарантию безопасности. Оно как раз-таки не дает возможность напасть на Россию и отобрать земли, которые Украина считает своими, чего Россия бы не хотела. Поэтому отказ от наступательной компоненты, прием в Европейский Союз, юридически обязывающие соглашения при гарантиях США, ну и в целом российско-американское коммерческое торговое взаимодействие. Я думаю, что вот оно, конечно, как бы пока звучит более красиво, чем оно представляется, но чем нам там с ними торговать? Вот, в большом, тем более, объеме, учитывая, что мы конкуренты в сфере ресурсов. Но да, вот что-то такое. То есть то, чего Россия не может добиться силой. Она не может добиться силой гарантий при посредничестве США. Не может, да, потому что США могут сказать: там не наше дело вообще. Вот, поэтому именно выработка пряника – это важный вопрос. Я надеюсь, что в команде Трампа сейчас ведется разговор по этому вопросу. Но Украина здесь должна, конечно, взять на себя сама довольно большое количество обязательств. Дмитриев говорит, упрекает прям Зеленского, говорит, что это вы тут такое творите. Сразу после конфиденциальных переговоров с Трампом отправились... Зеленский отправился звонить европейским лидерам и так далее. В общем, на эту неделю Зеленский анонсировал, что, в общем, будет давить на Пурл. Это вот эта программа, где все скидываются деньги, упрекает в том, что даже такие проукраинские страны, не все скинулись на то, чтобы купить оружие у Америки для Украины. В общем, будет этим заниматься. И опять там что-то с коалицией желающих дал задание своим дипломатам провернуть, мол, пускай лишним не будет. Но по большому-то счету, вот сейчас же там и подходим мы к моменту, а кто будет и что кому гарантировать. Сейчас очень такая информация прошла. Это понятно, что это все-таки проекты. В общем, новых членов Европейского Союза собираются, готовят документы, принимать без единогласия, единогласного одобрения всех стран. Угу. Это абсолютно меняет вообще парадигму, в которую попадает вот это дальнейшее вступление в Европейский Союз Украины. Условно, у Орбана спрашивать не будут, принимать Украину или не принимать, или какую-то другую страну. Это делает такую закладку, такую фундаментальную на будущее.
Европа сейчас платит в Украине пенсии. Сейчас кинули клич, а потом немножко так замылили это все, о том, чтобы позволить международным организациям, Европе конкретно, Еврокомиссии, всяким фондам оплачивать зарплату украинским военным. Угу. Зеленский говорит, я готов к переговорам в любом формате, исходя из текущей линии боевых действий. Мы же видим объективно по вот этим всем действиям, что он понимает, Зеленский, что скоро конец. Вот он прям понимает, что это может закончиться очень плохо, какой-то, допустим, военной катастрофой и так далее. Несговорчивость Зеленского, она всегда достигает какого-то предела, а потом как бы спускают на тормозах, идут на попятную, но делают это не публично. Например, Запорожская атомная электростанция. Да? Тоже отличный же пример. Говорит Зеленский, без нас она работать не будет. Ходили, рядили, довели до какого-то края, когда, условно, в дизель-генераторах будет заканчиваться дизель, который обеспечивает. Ничего страшного, сели, договорились, ремонтников отправили, ЗАЭС подключили. И так кажется сейчас в контексте всей войны. Европа насколько долго, как вам кажется, может Украину кормить, содержать и платить за эту войну? Мне видится, конечно, что не очень долго, потому что мы видим, что Европа, по сути, сейчас снабжает Украину американским оружием за собственные деньги. Мы видим, что аппетит к этому в европейских странах не очень, на самом деле, высок. Что, безусловно, европейские страны хотели бы поддерживать Украину, жители европейских стран многие, но не за свой счет, не за счет своих пенсий, не за счет своих социальных программ. Поэтому действительно есть ощущение, что все это идет к некоему завершению. Здесь важный момент, чтобы власти европейских стран также поняли, что Россия никуда не денется. Понимаете, я посмотрел эта штука с парламентской ассамблеей Совета Европы, с этой платформой оппозиции, где треть должна быть дана колонизированным народам России. Господи, то есть это какое-то безумие, это абсолютная какая-то оторванность от реальности, это подмена реальности своими о ней идеологизированными представлениями. Это очень на самом деле большая проблема, когда, знаете, у вас как бы пациент в бреду, он лежит, да, он ничего из себя уже не представляет, он уже находится как бы в таком плачевном состоянии, но у себя в этом бреду он всех побеждает, он всех уничтожает, он прав, он бог, он вообще царь и так далее. Буквально похожая на самом деле ситуация. То есть это опьянение сознанием собственного превосходства, собственной правоты, оно приводит к таким действиям, которые ведут буквально к ухудшению ситуации для всех. Этот горячечный бред Европейского Союза – это во многом та история, которая приносит вред Украине, потому что Украина продолжает уничтожаться, да, в ходе боевых действий, приводит к вреду для России. Понятное дело, потому что Россия, собственно, тоже теряет людей, теряет оружие, теряет деньги на всем этом. И приводит к катастрофе для Европейского Союза, потому что Европейский Союз теряет деньги, теряет свое будущее, сколько экономика Германии, 3-й год уже стагнирует, да, теряет свою роль в мире, и всем от этого плохо. А что касается, конечно, этого предложение брать страны в Европейский Союз не единогласным путем, это, мне кажется, вообще в целом катастрофа для Европейского Союза, потому что Европейский Союз был основан на консенсусе, на всеобщей договоренности. А представляете, вы находитесь в некоем межгосударственном объединении, и туда взяли страну, против которой вы выступали. Какие у вас будут отношения с этой страной? Это буквально закладывание вражды внутри ЕС на все время существования, собственно, что называется, вас в этом ЕС. Это буквально приведет к расколу между странами Европейского Союза, к образованию блоков. То есть, это, конечно, значительное переформатирование идеи Европейского Союза, который изначально задумывался как вообще экономический проект мирный, проект, который дает возможность странам обогащаться, людям становиться богаче, успешнее. А тут у вас буквально военный блок,
и две вот эти, конечно, чудесные женщины. Дело, как бы, понимаете, все вот очень много в этом какого-то сексизма. Проблема Каи Калласа и Урсулы фон дер Ляйен не в том, что они женщины, а в том, что они... Это как бы не проблема. Женщины ничуть не хуже мужчин во многих там управленческих даже должностях. А в том, что это абсолютно идеологизированные, оторванные от реальности политики. Кая Каллас вообще считает противостояние России своей как бы главной целью. Понятно, у нее родовая травма из-за эстонского ее происхождения. Но зачем этому приносить в жертву весь Европейский Союз? Урсула фон дер Ляйен тоже, да, она не отличилась большими успехами на посту министра обороны Германии, и в целом, вот, понимаете, ее назначили вот эту почетную ссылку, а она тут почувствовала вкус крови, вкус власти, и давай тоже приносить весь Европейский Союз в жертву борьбе с Россией, в жертву, причем этой борьбе, которая не окончится успехом, и успехом окончиться не может. Так что все это, конечно, вот этот горячечный бред Европейского Союза, этот такой делирий Европейского Союза буквально вредит всему миру. Это, конечно, примечательная история. Очень интересно выглядит, ну, собственно, как бы Зеленский в вот своем желании оттянуть вот этот конец войны или проскочить это окно возможностей. В каком смысле? В смысле, ну, определенной победы, да, которые будут лепить из того, что есть. Победы из паузы. Многие говорят о том, что фактически смена власти тогда в Украине неизбежна. Да, вот когда... Ну, а некоторые говорят, что в этом, в принципе, и стратегия, и план. Это взять паузу в войне, переизбраться, ну и дальше, собственно, продолжать точить кинжал. И вовсю теперь, когда всем нравилось сравнивать Украину с Израилем, теперь сравнивать с Азербайджаном. Мол, смотрите, готовились годами, а потом как раз, мол, и все. Да, и вот вернули. Я вот какой вопрос хочу задать. А насколько стратегически далеко мыслит Трамп? В этом материале Financial Times, который там скандальный, разошелся, он же как говорит? Ну, там, например, он может мемчик опубликовать, Трамп, да, о том, что там идет история, и он там 28-й, 42-й год, вот это везде там Трампы, последователи, во все это. Это так модно, да, что Венс имеет там 30% стать президентом США на следующих выборах от республиканцев. Это все красиво читается, но по состоянию на сейчас ты смотришь и понимаешь, что это еще, ну, дела очень далеких дней. Над Трампом же нависла угроза, опасность. Там Алешку на дереве снайпера раскрыли в его любимом аэродроме. Да и протесты, в общем-то, где против короля выступают жители Америки. Причем растущие протесты. Было 4 миллиона прошлая волна всего по Америке, сейчас 7 миллионов. То есть мы видим определенное противодействие тому Трампу как таковому. А он сидит и думает о гарантиях безопасности для России и Украины. Тут очень важно понимать, что для России, что для Украины, условно, гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки, они, конечно, ключевые и важные. Но опять-таки возникает вопрос в сроке годности этих гарантий. Условно, если Трампа, он же не король, Трампа скинут, поменяют на демократа, и вот и все гарантии безопасности плакали. Как вы оцениваете внутриполитическое положение Трампа? Оно подкрепляет его, ну вот, такое настойчивое требование взять и закончить, а он, собственно, это все дело будет гарантировать? Ну, Дональд Трамп, безусловно, сейчас находится в более сильном положении, чем во время своего первого срока. Сейчас республиканская партия – это во многом партия Трампа. Говорим партия, подразумеваем Трамп, говорим Трамп, подразумеваем партия. И поэтому он, соответственно, в этом плане чувствует себя человеком, который заложил основу для какого-то нового идеологического движения. И вот этот его ролик, где он, Трамп, там, 2042, 46 и так далее, это свидетельство того, что движение есть. И есть молодые знаменосцы. Есть кому, значит, подхватить выпавшее знамя из рук Дональда Трампа. Как раз Джей Ди Венс ярчайший представитель этого движения. Тоже он как антитеза традиционным республиканцам, тоже человек, ну, буквально взглядов еще более радикальных, чем сам Трамп. И то есть движение есть, движение появилось. Очень важно, чтобы все эти соглашения, которые появятся и будут заключены, имели юридически обязывающий характер и были изложены в документах. Дело в том, что вообще американская внешняя политика
довольно редко меняет свои контуры, свои векторы. Сейчас для этого есть возможность, если мы увидим ренессанс российско-американских отношений, откатывать его даже будущей демократической администрации будет на самом деле довольно непросто. Мы вот говорим, что вот придет демократ, все похоронит, правда, есть такая угроза, но, соответственно, смотрите, у Трампа еще остается больше 3 лет президентства. И если мы там, условно говоря, к концу года, к Рождеству Трамп сможет заключить это мирное соглашение, он, во-первых, получит огромный прирост популярности как миротворец. Я думаю, что он тоже на это рассчитывает. Он уже 8 войн закончил, Албания, Азербайджан и так далее. Вот будет Россия, Украина. В этом плане, если будет заключено соглашение и начнутся какие-то взаимодействия по работе межгосударственной и, грубо говоря, например, заход американских компаний на российский рынок, и вот 3 года пройдет, отмотать это одномоментно будет довольно сложно. Смотрите, сейчас под руководством, под водительством, тоже вот там так еще советский термин из прошлого, Дональда Трампа, американские компании в случае заключения соглашения и примирения с Россией могут действительно зайти под его нажимом каким-то, да, на российский рынок. То есть, ну не то, что под его нажимом, а он скажет: так, перестали бояться, пошли работать в Россию, нам надо, так сказать, деньги зарабатывать. И это останется, и спустя 3 года просто так терять эти деньги, терять эти рынки американцы не захотят. Это, кстати, ну, это трек Дмитриева, которого я с большим уважением, кстати, отношусь к Кириллу Дмитриеву. Мне кажется, он один из ярчайших в этом плане профессионалов, человек с очень хорошим опытом работы внутри американской системы, человек, который добился успеха внутри американской системы сам. То есть это не какая-то история там потомственного чиновничества и так далее. Это буквально реально крутой эксперт, который сам себя сделал, понимает и Россию, и США. Так вот, это же вот эта идея через его трек, она и подается. Давайте мы начнем экономическое взаимодействие, и это экономическое взаимодействие, вот этот тоннель, который он предложил, это взаимодействие обеспечит политическую стабильность, потому что не захотят, собственно, ни россияне, ни американцы терять деньги. И это выступит балансиром политических отношений. Тут опять можно вспомнить, что вот, а с Европейским Союзом у России были хорошие экономические отношения, и все равно Европейский Союз, значит, бросил все это в топку. Да, но Европейский Союз не являлся и не является в этом плане самостоятельным актором. Европейский Союз бросил эти отношения, во-первых, потому что не являлся самостоятельным актором, о чем я только что сказал, а во-вторых, являлся идеологизированным блоком, то есть блоком, который ради своей идеологии, своего видения мира готов был вот выступить против логики. И вот он выступил против логики и пострадал из-за этого. И как раз-таки это очень хороший пример, что Европейский Союз принес экономические отношения в жертву, в итоге не получил ни военной победы, ни экономического процветания, ничего он не получил. И это как раз хорошая прививка для тех, кто думает, что вот можно бросить экономику в пучину своей вот какой-то политической уверенности в собственной правоте. Поэтому я думаю, что есть шанс на долгосрочное сохранение этих договоренностей. Вопрос в том, чтобы они были положены на бумагу, юридически закреплены и подписаны, и еще обеспечились при этом экономическим взаимодействием двух сторон. Ну, с экономикой очень плохо у Украины. Сегодня пришли там цифры. Ну, вот на днях, да, публиковали. В общем, 100% от ВВП уже как бы перевалило по отношению к долгу, внутреннему и внешнему, совокупному долгу Украины. Получается, что, смотрите, тут же возникает другой момент. И я вижу тут тоже здравое зерно. Как причину, да, по которой условно Путин может закончить по линии соприкосновения и вообще в принципе закончить войну по той или иной линии. Сейчас там бои в центре Покровска. Понятное дело, что тут же как считать эти квадратные метры. Зеленский там выдал интересный перл, говорит: если я сейчас внесу в Конституцию Украины 2 российские области, они что, к нам присоединятся? Ну, мол, такой, да, вот у него такой выпад, как бы зеркалит он эту ситуацию всю. Хотя понятно, что это больше на браваду похоже. Смысл в чем? Смысл в том, что логика подсказывает, что Путину вполне может быть и выгодно, да, раскуроченную, пережеванную войной Украину запихнуть в Европейский Союз,
ослабив его еще больше и, в общем, как бы обезжирив до того состояния, наверное, которое хочет Трамп, ну и, соответственно, наверное, сам Путин, который, с одной стороны, вроде как приближает к себе географически, ну, какую-то гипотетическую будущую угрозу, если мы будем рассматривать Европейский Союз как не просто политический, а военно-политический в перспективе блок. Но с другой стороны, он вроде как дает возможность, ну, проявить себя и хорошенько потратиться на восстановление Украины. Как вы видите вот эту диалектику окончания войны с выгодой с точки зрения ослабления, условно, ну, контрагента, партнера, не знаю, противника? Ну, у Дональда Трампа и у Владимира Путина есть общая нелюбовь к Европейскому Союзу. Владимир Путин, очевидно, считает этот блок идеологизированным, считает этот блок исторически нацеленным против России, и так и вышло в итоге, да, что есть было, ну, то есть мы готовы были взаимодействовать с ЕС на равных, но на равных он взаимодействовать с нами не захотел. Он всегда считал нас как бы страной второго сорта, которая как бы не до Европы. Окей, ребят, смотрите на Россию и на вас и скажите, кто не до Европы. Да, это вот так считает, я полагаю, так считает российский президент. Дональд Трамп считает, что Европейский Союз – это глобалистский блок, блок, созданный для борьбы с национализмом, которого сам Трамп придерживается, и блок, созданный для того, чтобы обманывать США, наживаться на американской экономике, сидеть, платить мигрантам пособия и не тратить деньги на армию, а на армию пускай Америка тратится. Помните этот плакат «Этот господин платит за все»? Ну вот буквально Трамп рассматривает так Европейский Союз, что богатые страны Европы сидят и наживаются на США. Поэтому ослабление Европейского Союза как межгосударственного объединения в принципе отвечает сейчас и интересам Путина, и интересам Трампа. Поэтому я думаю, что да, вот эта идея втискивания Украины в Европейский Союз в целом на самом деле имеет шансы на жизнь. Во-первых, мы видим, как Европейский Союз унижен, раздавлен и растоптан. И вот это вот громкое внешнеполитическое действие, включение Украины в свой состав, может ему дать некую вот эту моральную сатисфакцию, моральную компенсацию. Украинцы, я думаю, будут в принципе не против. Мы видим, что есть запрос на членство в Европейском Союзе. Это как бы воспринимается как путь к процветанию, к миру и так далее. В целом, окей. Если здесь главное, на самом деле, Европейскому Союзу не напортачить с этой вот вооруженностью своей, потому что Россия не потерпит, если Европейский Союз будет пытаться представлять военную угрозу. Ну вот как бы мы видим, что вы можете там Россию считать несерьезной, не сильной, слабой, издеваться над ней, как Марк Рютте делает регулярно. Вот. Но при этом Россия никуда не девается, и у нее есть возможность действовать силой. И это важно понимать. Поэтому я думаю, что как раз-таки демилитаризация Европейского Союза вкупе с демилитаризацией Украины в целом даст возможность и Европейскому Союзу, и Украине, и России жить в каком-то, ну, если не мире и согласии, то, по крайней мере, взаимопонимании. Так что, да, я думаю, что проект включения Украины в ЕС может, во-первых, стать для украинских граждан тем вознаграждением, типа, за что воевали 3 года, без смысла, без толка, когда все можно было заключить в 2022 году. А вот чтобы войти в Европейский Союз. И пусть уже без Запорожской области, без Херсонской, без Донецкой, без Луганской, без Крыма, за то, что называется, вошли в Европейский Союз. Это даст возможность каким-то образом несколько сгладит вот это поражение. Ну да, это возможные варианты. Я думаю, что ни Путин, ни Трамп не будут против. Пока, по крайней мере, по открытым заявлениям именно так. Российская сторона, напомню, не против вхождения Украины в ЕС. Если ЕС будет милитаризироваться, она будет против. И как бы тут тоже мы снова заходим на новый круг. К сожалению, приходится, дорогие украинцы, вам, к вашему сожалению, учитывать, что думает Россия. Так уж вышло, извините. Ну, понимаете, тут тоже такой момент. Для того, чтобы этот международный политический акт совершить, должны быть границы признаны. Ну, вот, плюс-минус, да? Де-факто, да. Ну, конечно, 100% де-юре надо признавать границу, чтобы Европейский Союз условно не распространялся на территории, которые Россия считает своими. Ну, и, соответственно, Россия не распространялась на
на территорию условно Евросоюза, который условно Евросоюз как бы включил в себя. Поэтому же и бродит вот эта история: а давайте Западную Украину присоединим, а всю остальную, ну, там, будет нейтральной, внеблоковой, вот такой, всякой. Отсюда вот этот раздел Украины на 3 части отсюда и проистекает. Как вы думаете, насколько вот сейчас мы подошли к моменту вот этого раздела Украины? Ведь она уже кажется такой, как была раньше, уже вот, не то, что кажется, а уже 100% не будет. То есть уже нужно искать абсолютно новые формы. Некоторые говорят федеративные, некоторые говорят там с какими-то, ну, условно, там, округами и так далее, и так далее, и так далее. Ведь даже вот эти все скандалы, условно, вот что объединяет страну сейчас, это, конечно, мобилизация. Нет, война, понятно, но мобилизация как следствие войны. Имеется в виду, по морде получает женщина, которая вступается за человека, которого тащат в бусик, что в Одессе, что в Харькове, что на западе страны. И тут же возникает момент, что вот этим-то и едины украинцы. Таким нехорошим явлением, но единым. А мобилизации каток будут запускать дальше и дальше и дальше. Грести людей. Потому что сейчас такие вообще удивительные истории рассказывают о том, кого гребут, всех подряд. Кого достанут, того и пытаются вот в последний, так сказать, вагон вот этой войны, если мы держим в уме, что она завершается, засунуть. Ну, безусловно. Как бы все верно вы говорите. Сейчас вопрос определения границ – важный вопрос. Если и Украина, и Европейский Союз признают утрату Украины некоторых территорий, то это как раз, понимаете, закрывает много вопросов. Во-первых, да, уже в Европейский Союз войдет Украина в новых границах. И тут уже, типа, что говорить о каком-то пересмотре будет неуместно. Во-вторых, это будет вознаграждением украинцам за страдания, которые, очевидно, они в какой-то степени понесли из-за действий собственных властей. Это мы тоже об этом уже говорили. Так что, да, конечно, это, понимаете, завершение конфликта, оно не может быть в этом смысле локальным. Оно будет как бы мультимодальным. Господи, что говорю такое? Оно как бы у вас сразу будет Европейский Союз должен будет поучаствовать со своей стороны, и США должны будут поучаствовать со своей стороны, и Украина, украинцы должны будут поучаствовать в этом плане со своей стороны. Поэтому как бы это должно быть комплексное решение конфликта, которое как раз должно помочь закрыть несколько вопросов сразу. То есть Украина признает новые границы, только поэтому она может войти в ЕС. Тут начинается российско-американское экономическое взаимодействие, которое скрепляет все это экономическим контуром, экономическим обручем вокруг политического какого-то урегулирования. И как бы все вот это вместе у вас начинает хоть как-то работать. Европейский Союз прекращает подготовку к войне с Россией, признает ее самостоятельность и какие-то ее внешнеполитические интересы, и все это вместе комплексно работает. Поэтому вот да, действительно, вот что-то мы здесь можем нащупать именно в рамках именно комплексного, многоформатного, многостороннего регулирования. Но война-то не останавливается. Кабы долетают уже до Полтавской области, дроны там в центре Харькова, обычные FPV-шки, центр Покровска, в общем, там со стороны в Харьковской области, хоть Зеленский говорит, он, конечно, облажался сегодня, там, как из пулемета были вот эти тезисы заявления, говорит, Новопавловское направление, ВСУ освободили 4 села. Выходят десантники из ДШВ, тоже публичный их аккаунт, говорит, показывают карту, говорит, где? Там даже их нет, в принципе, даже вот рядом. Но тут возникает другой момент. С российской стороны руководитель Херсонской области Сальдо, назначенный губернатором, говорит о том, что начинается движение в сторону Херсона, то есть на левом берегу. Острова, села, это вот низовье Днепра, то есть вот туда уже идут. И, судя по всему, скажем так, пойдут, потому что там отдельный район Херсона уже отсекали. Россия военным путем может, как говорится, под занавес чем-то удивить?
Как вам кажется? Или рутина войны, сейчас она на то и рутина, что, в общем, дает все поводы Трампу, Венсу говорить, что вы там взяли, россияне? Что там этот 1% имеется в виду с использованием военных? То есть берут этот тезис и смакуют со стороны Зеленского и со стороны Венса с Трампом. Ну, мы обсуждали с вами, что этот тезис на самом деле не совсем состоятельный, потому что война на истощение предполагает истощение экономики противника и его возможности сопротивляться. И когда достигает апогея вся эта история, то просто как бы рушится фронт. Поэтому, да, это, конечно, тезис лукавый, но понятно, почему украинская страна его использует, потому что он для нее звучит довольно хорошо. Не заканчивается действительно сейчас пока ничего, и я думаю, что это окончание будет на самом деле довольно внезапным. Оно, как бы, грубо говоря, будет какая-то встреча, будет какой-то звонок, все будет непонятно, как там я в Крыму, все в дыму, да, и потом, соответственно, уже мы увидим единомоментно объявленное решение. Это будет... То есть не будет такого, что будет какой-то, вот, знаете, идет, нарастает напряжение, и потом оно раз заканчивается. Нет, все будет внезапно. Мы будем в этой рутине будничной жить, а потом что-то произойдет. Что касается российской армии, безусловно, российская армия находится в наступлении. И очевидно, что вполне могут готовиться какие-то прорывы, которые должны продемонстрировать, во-первых, Украине несостоятельность дальнейшего сопротивления, должны продемонстрировать всему остальному миру, что разговоры о там слабости России — это всего лишь там ерунда, вранье. Но по факту, понимаете, ни решительные смелые наступления, ни какие-то события на фронте локальные не меняют общего соотношения сил и общего понимания, чем это все закончится. Как Трамп сказал, Россия же что-то, как бы так сказать, получила под свой контроль. Она, естественно, что-то получит. Всем понятно. Давайте, что называется, не довоевывать, а уже как бы идти на те соглашения, на которые понятно, что уже придется пойти. Здесь господин Зеленский, мне кажется, выступает пока одним из главных препятствий, но, опять же, видите, как я говорил, он пока может себе это позволить, и он это делает. То, что это хуже для Украины в долгосрочной перспективе, но это вопрос к украинцам. А можно тогда вот такую тему поднять? Это прям очень важный вопрос. Все же говорят, ну вот есть основополагающие документы украинского государства, там акт суверенитет, провозглашение, в общем, ну, понимаем, да, Конституция. Рождалась Украина после выхода из Советского Союза как нейтральное внеблоковое государство. Время сейчас такое, что как бы, может, эта нейтральность это и лишнее, вот после войны нечто невозможное. Просто интересно ваши мысли по этому поводу услышать. С одной-то стороны, понятно, да, нейтральное государство и мечты, вот как Австрия, типа активный нейтралитет, Швейцария. Ну, а по большому-то счету, смотрите, крови пролито очень много. Например, взять и правда остановить вот в какой-то момент времени, то ли сейчас, то ли позже, ну, неважно когда, вот взять и остановить войну, прочертить вот эту линию и условно... Эти будут, ну, там, с Россией, да, эти территории, а эти территории не будут нейтральные, а будут вот западной территории. И все такие в Запад входят. А в смысле НАТО, тут, понятно, вопросы гарантии, то мы обсуждали. Но вообще, в смысле, не будет нейтральной Украина уже никогда. И это вот приговор исторический, который вынесла эта война. А мне, на самом деле, кажется, наоборот. Понимаете, Украина оказалась государством фронтира. Украина оказалась государством, которое находится на границе между двумя довольно сильными политическими акторами. Да? Двумя, ну, то есть ЕС – это, понятно, блок, это межгосударственное объединение, и Россия как все-таки сильная... Ну, одна из мировых сверхдержав, да, ядерная страна, член Совета Безопасности ООН, туда-сюда. И как раз-таки мы видим, что пока Украина была нейтральной, она жила нормально. Когда Украина попыталась стать плацдармом, она стала жить плохо. И дело в том, что если мы будем сохранять вот этот военную логику, военный потенциал, это всегда будет точка напряжения. Это всегда будет точка нарыва. Всегда будет висеть дамоклов меч войны над Украиной. Войти в Запад можно не только военно. Войти в Запад можно, что называется, вполне себе экономически. И при этом можно войти не только в Запад экономически, а еще при этом с Россией торговать, которая, ну, исторически торговля Украины и Россией была
одной из самых, что называется, выгодных для обеих сторон. Поэтому я думаю, что как раз-таки нынешняя история – это приговор попытки Украины не быть нейтральной. Украина вынуждена самой историей, самой географией быть нейтральной. Я опять же возвращаю всех к этимологии. Украина, у края, когда ты находишься на краю, ты вынужден балансировать. Потому что если ты не балансируешь, ты становишься не краем, а ты становишься передним краем как бы фронта. И это никому не нужно. Поэтому как раз-таки я вот ваш аргумент воспринимал бы буквально зеркальным образом, что это приговор попытки не быть нейтральным. Украине суждено быть нейтральной страной, если мы хотим все мира там, а мы все там хотим мира на самом деле. И в целом понятно, что все хотели бы прекращения конфликта и уже умиротворения. Вот. Вы скептически относитесь к предположению, что вполне себе в Будапеште могут взять и чего-то подписать, и все закончить. Зеленский, нравится, не нравится, но на подхвате, там особо недалеко до Будапешта с территории Украины подъехать. Есть, конечно, вот эти дурачье, да, которое там пропагандистское с украинской стороны, которое говорит, мы теперь можем сделать спецоперацию «Паутина» против борта Путина. Да? То есть, и вот. Трампа заодно. Ну, и Трампа. В общем, смотрите, понятно, что есть дураки, но по большому-то счету, если вот все, допустим, зачем тянуть резину, если все как бы идея вот нечто подобного созрела? Как вы оцениваете эту вероятность, что условно на Будапеште все и закончится? Ну, нет, я думаю, что там могут быть приняты важные решения, но тогда будет объявлено, скажем, например, о каком-то трехстороннем саммите. Что в Будапеште все закончилось, достаточно Зеленскому поднять трубку, позвонить Трампу и сказать, я готов отказаться от неконтролируемых Россией частей там, Донбасса. Позвонить Путину после этого. И все будет решено. Я думаю, что Будапешт не станет последней точкой, он может стать прологом к последней точке, но после него еще в любом случае, понимаете, чтобы это все закрепилось, Украина должна в одностороннем порядке сама по своей воле, ну не обязательно по своей воле она, должна пойти на уступки. И эта своя воля должна быть зафиксирована в публичном заявлении президента Зеленского и в подписании им каких-то документов. То есть это не должно выглядеть, как Трамп и Путин попилили Украину за спиной у всех, потому что к этому всегда будет претензия. Это всегда можно поставить на попытку пересмотра. А если же мы увидим публичное заявление Зеленского, публично подписанные документы, встречу Путин-Трамп-Зеленский, тогда да. И как раз пролог к этой встрече может быть в Будапеште назначен. Алексей Наумов, его телеграм-канал «Внешполк» к вашим услугам. Переходите, подписывайтесь, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Алексей, благодарю за время и мысли. Да, спасибо вам большое, Александр. Давайте, что называется, до встречи. Всем добра и света. Позволю вам воспользоваться себе вашим лозунгом, хотя он, конечно, ваш. Да, друзья, берегите себя. Увидимся обязательно. До скорого.